Vilken nusifritt. Брэд Питт Latin American. Прям объектив, хорошо. Давай тогда еще раз. Привет, меня зовут Алексей Демченко, я журналист. But where did I stop? I have no idea. Ани Камила. Они Марселу. И этого достаточно. У меня слабая вестибулярка, и когда ты катаешься вот так вот по всем этим улочкам, ты прям прочувствуешь этот город. И это вот то, что вспоминается в первую очередь. So, the stairs. Лестницы. Это просто какой-то трэш. Ты после работы сначала поднимаешься один пролет, потом второй пролет, третий пролет. И уже как-то жить даже не хочется, потому что, уже плохо. У меня младшему ребенку только-только исполнилось 2 года, и она еще была не очень ходячая на длинные дистанции. Она была в коляске. И вот вызовом для меня была постоянно эта лестница, и вот это вот. И потом еще в горку. В общем, зато первый год я была такая стройная, как лань. Всегда это так, пока идешь и думаешь, что сейчас ты умрешь от сердечного приступа, ты думаешь, ладно, если не умру, зато потом ты видишь буду этих жить мужчин долго. на пляже, которые там уже лет за 90, кофе пьют, нормально, все в порядке. Сложность была в том, что здесь расположение домов и горная местность достаточно иногда тяжело было находить нужный адрес. Хотя до этого я думала, что я очень хорошо ориентируюсь в пространстве, оказалось, что нет. The greatest challenge was finding what my children needed, finding what we needed as a couple, and individual needs. Мне всегда сидела вот эта вот мечта начать рисовать. Когда я приехал сюда, в Хайфу, я понял, что, наверное, вот это вот и вызов, и возможность, и шанс все-таки попробовать себя именно в этом. יש לי הרבה משפחה כשהם גרים במרכז. היה קצת קשה לי כי אין לי אוטו, כי צריך אוטובוס וזו נסיעה קצת ארוכה וצריך לצאת 6 בבוקר מוקדם ולחזור במוצאי שבת. אם זה היה הכי קשה, זה בסדר. אבל זה היה קצת הבעיה שלי. Плюс еще, если ты на улице встретишь миленьких кабанчиков, то вообще можно подумать сначала, что это очень страшно, но они оказались очень дружелюбными и классными ребятами. Yeah, of course. Hazirim. I've never seen Hazirim. It's a zoo. Haifa is a zoo. You can see all the different types of people. Hazirim, Hazir. Dodban. Yes, everything in your garden, and this is very incredible. The biggest challenge, עכשיו גם נמצא, קיים, זה העבודה. The challenge is moving during the war and leaving my family. Подтвердить квалификацию врача и устроиться в одну из самых крупных больниц Израиля, работать врачом. Мыла 2 недели голову бальзамом для волос, потому что, я так перевела для себя, что это шампунь, и сетовала на воду в Хайфе, что она плохого качества, плохо промывает волосы. האמת לי אישית לא היה כזה קשה. Наверное, здесь набрался немножко какой-то хуцпы для того, чтобы иметь возможность говорить: «Эй, я художник, давайте мою выставку замутим». Будет глупо, если я не скажу, что настоящим успехом стал пост про тыквенный латте. Я задала этот несчастный вопрос, где попить тыквенный латте в очень крупной русскоязычной группе. И, конечно, это дало мне такой трамплин для жизни в Израиле, для коммуникации с какими-то лидерами мнений, с какими-то известными фигурами. Это и подарило мне какие-то новые горизонты и возможность открыть двери туда, где, возможно, без этой истории я бы, наверное, не оказалась. היה לי רגע שסוף סוף הרגשתי שהצלחתי במעבר ופה בארץ, פה בחיפה בדיוק. התחלתי לנגן בלהקה, אני פסנתרן. Успехом, когда мы первый раз собрали полный зал, что люди пришли посмотреть на тебя, пришли посмотреть на ту программу, которую ты приготовил, вот это вот ты зажигаешься этим моментом. Подъем уровня жизни, если так можно сказать. Но, наверное, подъем случился в этом году, когда мы сняли пустую квартиру, и у меня наконец-то появилась кровать. Стульев до сих пор нет, они все еще в поиске, но кровать уже есть. То сформувалася якась така українська спільнота. Це те, чого я завжди шукала тут, тому що ми начебто всі як російськомовні, але своїх українців дуже бракувало, щоб трошки мати віддушину. І це був момент, коли ми всі якось так об'єдналися, і це співпало з моєю професійною реалізацією як фотографа, і якось все закрутилось, завертілось, і тепер я тут прямо своя. Робота. Устройство в одну из самых крупных больниц Израиля, в Рамбам, в отделение глазной хирургии.
Я ждал этого 2 года. Во-первых, Лена подтвердила свою специальность врача. И это вот круто. То есть я могу, в принципе, я уже представляю себе богам и пенсия, сигарета или сигара. То есть вот глобально я спокоен. Мы открыли вот как раз недавно. Это косметология. Ну, то есть это такой высокий уровень, которому я в стране исхода хотел это еще сделать. When I got my driving license, it was the last piece of official integration absorption thing to do, and it took me 3 attempts to get it, but We bought our own apartment. So now we know that we belong. I feel very successful on letting our girls to study in הפנימייה. פתאום ראיתי שהבת שלי הלכה לבית הספר לבדה, ועל שבועיים שעלינו, ואמרתי לנו, זהו, הגיע הזמן שאנחנו מרוצים ולא צריך לעשות משהו אחר כי עלייה מלאה. Success for us, finding the right community, kids going to the school, we going to the shul. It was a great integration. When I finally got my kids settled, and once I was able to think about myself after I think it took like 4 or 5 years actually. או, קשה. סביח. סביח. Сабих. Шакшука. Shakshuka. Шакшука. Шакшука. Шакшука, конечно. Шакшука. Sabih. Шакшука. Сабих так и не нашла, поэтому пока шакшука. Shakshuka. Shakshuka. Ни то, ни другое. Нет. Шаурма. Шачук, кому шачук? זה אני אבי. Шакшука. כן, шакшука. Шакшука. Алак шакшука. 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 Shakshuka. Сабих. Сабих, я. Що таке сабіг? Car. To walk. Mehonit. לא, קשה, חיפה במכונית. במדרגות. ללכת ברגל. Машина. Лучше машина. 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 В Хайфе сложно ходить по лестнице. У меня нету машины, это боль моя, поэтому я хожу по лестницам. מדרגות. Камія. Каминат. I prefer to walk up the He stairs. likes walking. It depends on both, a bit of both. Люблю бегать по лестницам от кабанов. Вообще борьба нон-стоп, борьба. Ужасная борьба. Страшная борьба. Жестокая. Ой, іврит – це боротьба. Hard for me. קשה מאוד. Борьба. It was difficult in the beginning. But I used to come back home and I couldn't even listen to Hebrew anymore. I was like, turn on the TV and put something in English. האמת היה די קשה, אבל אחרי זה, מתי שאתה כבר יודע את ההתחלה, אז אחרי זה נהיה קל. Легко. לדעתי, קל. Легко. Легко, если уделяешь этому время. קשה מאוד. קשה מאוד. Каше. Hard. Борьба. היום קל. קשה ללמוד. Дефиссию. Но он логичный. Это логичный язык, его можно выучить. Если хотеть, легко. Хотел сказать машина, но окей, хотя бы скутер Веспа. На днях видел на Адаре офигенный ярко-красный скутер Веспа с коляской. Все, у меня теперь новая мечта. Да, через 5 лет я вижу свою жизнь успешным хирургом с своей собственной кондитерской, которой управляет моя жена, и с домом у моря. Я знаменитый художник, и мои работы выставляются в Хайфском музее. Что у нас большая клиника, много врачей, все к нам приходят. I mean, definitely in Haifa. I really, from the moment I stepped foot here, I genuinely fell in love with it. From the ocean and the mountain and the nature, the boars, the mongooses. Я нарешті буду розмовляти легко на івриті без боротьби. У нас должно быть все хорошо, безусловно. So I see a lot of growth. I see that a lot of good things potentially can happen. Будем честны, я не знаю, что будет завтра. Хайфа останется в моем сердце, теперь это точно. Let's make Haifa great again.